Всем привет! Здесь я хочу рассмотреть, как можно восстановить оплавившийся разъем SATA блока питания, либо один или несколько кабелей, идущих через него. В данном случае у меня имеется с такой неисправностью 3 источника Chieftec, 2 из которых мощностью 600 и один 650 Вт. Причиной данной неисправности послужила значительная нагрузка при непрерывной работе в майнинге. Рассмотрим первый вариант, когда оплавился кабель в SATA разъеме. Чаще всего это происходит с 12-вольтовой жилой. Для замены части провода я воспользуюсь небольшим кусочком, взятым от нерабочего источника питания. Разъемы SATA нужно аккуратно разобрать, что можно сделать с помощью ножа, отогнув защелки. В результате останется извлечь часть оплавившегося провода. А в разъеме, где имеются остатки горелого кабеля, их нужно достать и почистить контакты от окислов и нагара. Соответственно, часть жилы, идущей от источника и наращиваемого кабеля, нужно зачистить и затем спаять между собой. В результате у меня это получилось следующим образом, где место спайки я заизолировал термоусадкой. Теперь остается установить жилу в SATA разъемы. Так как она входит достаточно туго, можно воспользоваться шлицевой отверткой. Что касается конечного разъема, то часть излишне выпирающего кабеля можно обрезать канцелярским ножом. По завершении рекомендую проверить восстановленную жилу с помощью мультиметра. Для запуска источника питания воспользуемся перемычкой, которую устанавливаю между черным и зеленым контактом на основной шине. Запустив блок, с помощью щупов замеряю напряжение на 12-вольтовой линии, установив их между черным и желтым кабелем. Как видим, все в порядке. Аналогично смотрю показания на конечном SATA разъеме. Таким образом, я восстановил обе косички на источнике. Что касается данного блока, то я также поступил и с ним. Но для финальной проверки разъемов я воспользовался тестером для блоков питания. Используя данный способ, мне удалось сохранить целостность пломб на обоих источниках. Еще одним вариантом может быть полная замена испорченной косички с разъемами SATA питания. В представленном случае она состоит из 3 разъемов, причем один из них сильно оплавился, как снаружи, так и внутри. В этом случае источник придется разобрать, нарушив целостность пломбы. Конечно, если такая вообще имеется. Добравшись до платы, в некоторых случаях можно выпаять старые жилы и запаять новые. В данном источнике все провода стянуты металлическим кольцом или гильзой и закрыты усадкой. Поэтому я решил обкусить провода косички и запаять новую, взятую опять-таки с нерабочего донора. В результате можем видеть, как у меня все это вышло. Возможна ситуация, когда нужно будет заменить только разъем SATA питания, который можно как купить, так и вновь по возможности взять с донора. Я буду менять представленный разъем. Безусловно, его нужно разобрать и извлечь из него все жилы, постаравшись их не испортить. На некоторых разъемах имеется небольшая метка, как здесь, которая указывает на то, что разъем со стороны метки должен смотреть на сам источник питания. В результате, определив положение, остается аккуратно установить жилы. Собрав SATA разъем, следует проверить его с помощью мультиметра или тестера. Как вариант, еще одним решением, конечно не самым лучшим, может быть обрезание косички до того места, где оплавился разъем или жила. В таком случае наиболее вероятным результатом будет то, что на одной линии, идущей от блока питания, останется только один SATA разъем. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание. Ну вот, короче, пишется. Надо что-то умное сказать. Да это там потом уж поверх скажешь. Сейчас мы тут, кроме мутиков, ничего умного, наверное, не скажем. Чек.